приветствуем всех, кто смотрит трансляцию Первого канала из Санкт-Петербурга, где проходит главный старт сезона в фигурном катании чемпионат России. В студии Максим Троньков, моя прекрасная соведущая, настоящая звезда мирового женского одиночного катания Евгения Медведева. С ней мы как раз и поговорим об этом виде программы, потому что в самом разгаре соревнования среди женщин. 2 разминки уже позади. Женечка, что тебя впечатлило, кто тебя удивил? Девочки, как всегда, конечно же, радуют своим стабильным исполнением чистых, коротких программ. Их сегодня мы наблюдали действительно очень много. Но, тем не менее, виден нерв. Видно, что это чемпионат России, главный старт в сезоне. Девочки переживают, конечно же. И очень много было таких прокатов, которые вроде чистые, но видно, что вот потряхивает чуть-чуть. Но это нормально, это как раз-таки добавляет вот этого азарта спортивного, потому что, я не устану говорить, что в женской одиночке 100% короткая программа – это жеребьевка на произвольную. У нас здесь нет такого огромного количества ультра-России. У нас очень мало девочек пока что прыгают тройной аксель. Но, между прочим, за сегодня все тройные аксели были в первой разминке. Камила Нелюбова, Мария Елесова сделали чистейшие тройные аксели. Это были не просто попытки, а хорошо исполненные элементы. А во второй разминке девочки, конечно, больше старались делать упор на стабильность и не идти в ультра-Си. Были очень оригинальные программы, но не обошлось, к сожалению, без каких-то помарок и даже ошибок не только на прыжках, но и на вращениях. Максим, может быть, кто-нибудь из девочек тебе запомнился за эти 2 разминки? Конечно, первая разминка была шикарна тем, что сразу же без раскачки наши девочки начали удивлять. И, как ты уже сказала, 2 акселя в 3,5 оборота было приземлено. Было приземлено и приземлено уже удачно. Ну и первая девочка, которая за сегодняшний день сделала тройной аксель, это Камила Нелюбова. На данный момент она занимает 3-ю строчку. И Камила поделилась своими эмоциями после проката. Так что давайте послушаем. Это очень и очень интересно. Камила, я вас поздравляю. Какая вы умничка, какое аккуратное, какое у вас изящное катание сегодня было. Ну и, конечно, в первую очередь хочется про тройной аксель спрашивать, потому что, подозреваю, на нем была сегодня вся концентрация. Так вот, с какими мыслями на него заходили и довольны ли на 100%? Спасибо большое за поздравление. На аксель я всегда, у меня он в 2 программах, я стараюсь заходить спокойно, без мыслей. Я не люблю думать перед прыжками. Обрадовалась, немножечко, когда получился аксель, но впереди еще целая программа. И поэтому, старалась держать концентрацию. Конечно, не мой максимум на сегодня. Волновалась во время программы, думала много. Хотя вроде, элементы уже после второго прыжкового элемента оставались достаточно легкие. Но я все равно почему-то думала много. Вы говорите, что пока не ваш максимум, но сегодня, помимо оценок от судей, вы получили одну очень важную оценку. Не знаю, видели вы ее или нет. Вы растрогали нашу любимую Татьяну Анатольевну Тарасову. Она вам воздушный поцелуйчик за исполнение акселя послала. Как вам такая эмоциональная оценка от маэстро? Приятно ли это? Может, Татьяна Анатольевна тоже поцелуйчик послать? Мне очень приятно. Безусловно, я очень рада, что мое катание понравилось такому великому человеку. Я этого не видела во время, но вот вы мне сказали, это прям очень приятно для меня. Это для вас уже 2-й взрослый чемпионат России. Ощущается ли он по-другому? Есть ли у вас у самой понимание того, что вы чуть спокойнее, чем в прошлом году? Уже опыт за плечами, он помогает? Да, для меня это 2-й. Мне легче в этом году намного, но вот в начале программы, говорю опять, достаточно спокойно ехала, потом стала волноваться. Но по сравнению с 1-м чемпионатом России, конечно, я ощущаю огромную разницу. Я уже знаю, в принципе, как все будет, и волнение не присутствует. Буду стараться завтра показать еще более уверенное катание. Вы в Омске на этапе Гран-при после классного выполнения программы сказали, что еще хотелось бы в презентации добавить. Велась ли в этом направлении работа и вообще как выглядит тренировка презентации программы? Да, велась над этим работа. Мы старались в основном накатывать программу
ну, целиковыми прокатами больше, наверное. Старались делать акцент на заходы на прыжки, на том, чтобы на вращениях получать высокие уровни и высокие GE. Но вот сегодня не получилось там. Ну, последнее вращение у меня запланировано на 3-й уровень. А вот первое вращение я там немного вздрогнула, и оно тоже получилось на 3-й уровень. Ну, значит, буду больше работать. Кратенько, если сформулировать, какая задача на произвольную программу? Конкретные прыжки исполнить, опять же, презентация. Или как вы видите свою задачу? Задача откататься чисто, уверенно. Все прыжки, которые стоят, конечно, нужно исполнить. Я их умею делать. Постараться, я в этом сезоне еще не катала произвольную чисто, постараться прокатать вот чисто завтра. Желаю вам завтра чистого проката и не теряйте этот задор. Спасибо большое. Также у нас есть комментарий от Вероники Еметовой, которая очень успешно исполнила свою короткую программу и открывала вторую разминку девушек. Вся техническая составляющая была у нее в зеленой зоне, все на плюсиках. Спокойно вышла, показала свой лучший результат. И давайте послушаем ее эмоции от проката. Вероника, я вас поздравляю с очень крутым, классным прокатом. Вы знаете, я голосовал за то, чтобы девочки, если плакали, плакали только от радости. Сегодня, по-моему, слезы пробивались после программы. Поэтому расскажите об этих впечатлениях и о чем думали в эти моменты. Во-первых, хочу сказать, что у меня сейчас невероятные какие-то смешанные эмоции. Хочется и радоваться, и плакать. Ну, плакать, конечно, от счастья. Вот, очень ждала я этого от себя, этого проката чистого, прям хотелось на максимальном выложиться. И я думаю, сегодня у меня это даже получилось, даже чуть больше, чем я хотела сделать. А какими словами эту эмоцию можно описать? Словами «ну, наконец-то», либо словами «Господи, как вовремя». То есть что это за выдох такой? Ну, мне кажется, это, конечно, наконец-то и в нужный момент. То есть, конечно, хотелось бы с самого начала сезона показывать такие же чистые хорошие прокаты. Но вот именно здесь, в Санкт-Петербурге, получился такой шедевральный прокат, я бы так сказала, от себя. Но еще ждет произвольная программа, поэтому пока сильно не радуюсь. Ну, это и есть настоящий профессионализм, прийти к нужному результату и к нужному прокату в самый ответственный момент. Но, тем не менее, мы все понимаем, что этот результат – это колоссальный труд и подготовка. Как она проходила, что-то меняли вы, может быть? После последнего моего этапа Гран-при в Москве у меня было несколько выходных, а потом начали плотную подготовку, прям вот именно к чемпионату России. Это очень много катали программ. То есть работали над прыжками, над скольжением, над вращениями, чтобы прийти к такому результату. Я думаю, что эти труды были не напрасны, и сейчас вот самое время это показать. Я вам желаю сохранить этот задор, чтобы труды мы увидели ваши и в произвольной программе. Спасибо. Конечно, мы тоже ждем произвольные программы, но пока у нас еще соревнования не закончились, и совсем скоро на лед выйдет заключительная группа, где будет очень интересно. Возвращаясь к Веронике Еметовой. Жень, в начале этого сезона Вероника поменяла тренерский штаб. Она переехала из родного города, из Екатеринбурга в Москву, полностью сменила не только тренерский штаб, но и свой быт, потому что когда ты живешь дома, у тебя под боком друзья, родители, которые тебе заботятся, поддерживают. Здесь полная перезагрузка. Уехала в большой город, в мегаполис, в такую крутую школу, как имени Жука, уже к именитому тренеру, к Сергею Давыдову. И как будто бы сезон начинался очень скомканно. И всегда же возникают мысли, а правильно ли я сделал, а правильно ли я поступил, что сменил тренерский штаб. Но вот теперь на чемпионате России Вероника говорит, что в нужное время, в нужном месте, и даже называет свой прокат ни много ни мало шедевральным. Как ты думаешь, сложно вот это
переход, не сам переход осуществить, а новую тренерскую руку почувствовать, вот этот темп работы, изменения в подходе к подготовке, насколько это сложно и как надолго это может затянуться у спортсмена? Я не то что думаю, я знаю, у меня у самой был такой период в жизни, тоже абсолютно кардинально меняла и свой подход к своей спортивной карьере, и быт, и тренеры совсем другие, постановки другие. Конечно, это неудивительно, что у Вероники начало сезона получилось, как ты сказал, скомканным, потому что все равно организм, психика находится в состоянии стресса, и даже в таком состоянии Вероника все равно смогла спрогрессировать, все равно смогла выйти сегодня и показать свой максимум. Здорово, что она довольна, это на самом деле самое главное и самая большая награда для спортсмена, и доказательство правильности выбора — это чистый, уверенный прокат. Сегодня он 100% был. Главное, чтобы этот прокат добавил ей еще уверенности в произвольной программе. И вот там как раз-таки будет все решаться. И после произвольной программы мы сможем сделать какие-то выводы. Ну а также во второй группе нас очень порадовала Ксения Гущина. Да, она промежуточный лидер и тоже в свое время покинула свой родной город, и мой родной город Пермь, и переехала в Санкт-Петербург, прекрасный тренерский штаб Кирилла Анатольевича Давиденко. И здесь уже много-много лет тренируется и очень классно выступает. Прошлый сезон круто вообще чисто весь провела. В этом сезоне был небольшой сбой на одном из этапов Гран-при, но тем не менее как будто бы абсолютно обновленная она в этом сезоне, сделала стильные очень программы вместе с Артемом Федорченко, про которого много может рассказать Евгения Медведева, потому что это ее хороший друг. Вот. Ну, давайте послушаем, что сама Ксения сказала о том, как для нее прошел этот день. Ксения, вы большая умничка, я вас поздравляю с ярким, великолепным прокатом. Мы недавно видели в Минске ваше очень качественное выступление, тут еще лучше получилось, поэтому перед тем, как говорить непосредственно об исполнении программы, расскажите, как готовились эту неделю, чтобы удержать эту классную форму. Спасибо за поздравления. Ну да, мы решили съездить в Минск на соревнования. Для меня это послужило такой подготовкой к чемпионату России, проверить себя, свои нервы. Вот, там получилось достаточно неплохие выступления. И сейчас все по плану проработали и показали здесь. Что вам самой в вашем выступлении сегодня понравилось больше всего и на что пытались сделать акценты? Но мы по ходу всего сезона пытаемся работать над компонентами, над скольжением, чтобы улучшить, потому что прыжки есть достаточно стабильные, и хотелось бы подтянуть, конечно, вращение и дорожки. Вот. На сейчас вращение получилось достаточно неплохо, дорожка не совсем то, чего я ожидала. Вы знаете, при наличии такой колоссальной конкуренции, которая в женском одиночном катании, если любого спортсмена спросить, какие задачи можно поставить на чемпионат, то обычно спортсмены отвечают: главное сделать свое. Вот свое для Ксении Гущиной — это что? Это чистые прокаты, делать все, что я умею, и покайфовать. Как зал вас встретил? Зал встретил очень тепло, мне очень приятно, слова поддержки невероятные. Желаем вам держать форму, спокойствия и чистого проката. Спасибо большое. Как приятно наблюдать за положительными эмоциями спортсменов, когда они выходят со своих прокатов. Это вот правда, лучше ничего нет. Но у нас впереди самое интересное, сильнейшая разминка женщин. А это как топится лед, когда они начинают разминаться и прокатывать. Максим, вот твои ожидания? Ну, мои ожидания, прежде всего, как-то называть женщинами мне не нравится. Я вот девушками буду их называть. Можно, с твоего позволения? Да, совсем скоро девушки выйдут на этот лед, сильнейшей разминки. И здесь, наверное, нужно выделить Анну Фролову. Почему? Потому что это единственная фигуристка, которая не выполняет в своих программах элементы ультра-си, но зато катается просто бесподобно. Настоящая богиня этого льда. Тем более тоже тренируется в Санкт-Петербурге. Переехала из Москвы пару лет назад. И вот вместе с Евгением Рукавицыным продолжает покорять лед по всей нашей стране и сердца болельщиков. Мария Захарова владеет четверным тулупом в этом сезоне. Вернулась, 2 сезона практически пропустила из-за травм и уже нас удивила на этапах серии Гран-при четверными тулупами. Вернулась зато как?
с Но я такими нап- хорошими результатами, со стабильными прокатами, с прекрасными ультра-си. И я могу сказать, что Мария Захарова — это одно из открытий сезона. Да, но поясним, что в короткой программе четверные прыжки девушки прыгать не могут, но могут прыгать тройной аксель. Как раз в этой разминке есть такие спортсменки. Мы следили очень внимательно и за тренировками с Евгенией и видели, что Аделия Петросян очень удачно выполняла тройной аксель здесь, в Санкт-Петербурге, на тренировках. Посмотрим, включила ли она его сегодня со своим тренерским штабом в свою короткую программу. Ну и, конечно, Дина Хуснутдинова, тоже открытие этого сезона. Тоже за ней было очень круто наблюдать в течение серии Гран-при. Очень стабильное катание. В родной Казани выиграла турнир Гран-при России, именно казанский свой, домашний, в нем победила. Ну и про Алису Двоеглазову, что скажешь? Тоже четверных мы здесь не ждем, но в произвольной точно это увидим. Но не только про Алису Двоеглазову хочется сказать, но также про Дарью Садкову, которая выиграла этап Гран-при России в Омске достаточно уверенно. Это две представительницы тренерского штаба, Этери Георгиевна Тутберидзе, и от них тоже самые-самые высокие ожидания. Ну а сейчас начинается самое интересное.